MSK Loader – специальная утилита для установки модов в крутую игру My Summer Car, выпущена в 2017 году. Данная вещь делает игру более реалистичной, интересной и даже ржачной. Думаю, не стоит даваться в подробности, так как у всех эта штука установлена, и все знают, как им пользоваться. Но в одно мгновение у меня появилась гениальная мысль. Мысль, которая ранее у людей не возникала. Что будет, если установить все существующие моды в My Summer Car? И какое максимальное количество модов можно установить? Как игра преобразится? Об этом я вам и расскажу и покажу. Садимся поудобнее, а я начну свою речь. Хоть я и гениальный человек, который догадался до этой мысли, но данную идею взял у такого интересного ютубера, так называемого Showergale. Похожий эксперимент проводил в Майнкрафте. И тут я задумался, а что если за место Майнкрафта возьмем My Summer Car? My Summer Car я достаточно прошарен, знаю, как все это сделать, то почему бы не провести по сути такой же эксперимент? Как раз опыта наберусь, да и вам расскажу. Потому я наснял около 10 часов контента и готов пояснить базар, которого нет. Начнем. Как мы знаем, чтобы установить какой-либо мод, нужна специальная утилита или программа. У My Summer Car есть пару таких приколов, а именно MSK Loader и MSK Loader Pro. Чем же они отличаются? Ну, MSK Loader существует несколько лет, и до сих пор разработчики им занимаются. А MSK Loader Pro помладше, и разрабы забили хороший такой болт, что уже 2 года не обновляли свое творение. Так сказать, сын с батей, ничего личного. Но стоит обратить внимание, что большинство модов написано для MSK Loader, потом буду использовать его. Теперь нужно все подготовить. В первую очередь основную свою сборку я переименовал, чтобы в будущем снова не качать по новой. Во вторую создал новую папку mods. Захожу в игру, видим, ни одного мода у меня не установлено. Создал новый сейв, выставил графику и вывел количество FPS. Все отлично работает. FPS 40, проблем никаких нету. Время устанавливать моды. Буду качать сайты Nexus Mods. Большинство модов находится именно на нем. Конечно, есть REST департамент и упаси господи FOMODS. С первого сайта мне впадло было что-то качать, а второй просто загружает моды с других сайтов и в принципе-то и все. Обновление у них не выходило несколько лет, потому решил качать с Nexus Mods, так как там находятся самые свежие моды. Первый у нас идет Mob, специальный плагин, который оптимизирует игру. Здесь вы можете видеть мои настройки. FPS у нас до 50, а если смотреть небо, то чуть ли не до 60. Продолжаю дальше качать моды. Как вы заметили, я выставил фильтр на сайте так, чтобы вначале показывало самое популярное по скачиванию. Таким образом, скачал мод на турбину, читбокс, рюкзак, мини-карта, показыватель болтов и другая полезная шелупон для новичков. Вначале я скачивал небольшое количество архивов, но потом, задолбавшись, качал чуть ли не по 30 штук. Итак, в игре установлено 7 модов и один крашнулся, так как не установлены специальные библиотеки. Восстановил нужное и продолжил. Теперь у нас 10 модов. Счетчик вы можете видеть вот здесь. Я буду каждый раз устанавливать моды, заходить в игру и показывать, сколько модов сейчас установлено. Загрузился, FPS 30-40. Чуть просело, и эта проблема была в миникарте. Об этом я догадался позже. А так все отлично работает. Пока я тут тестирую, забыл кое-что сказать. Главная наша задача – запустить максимальное количество модов, которые смогут потянуть мой ноутбук. Характеристики можете видеть на экране. Конечно, не из самых лучших, ну а что поделать-то. Денег-то нету, собственно. Продолжаю дальше качать модификации. 16 модов и что-то крашнулось. FPS 35 это еще нормально. Качаю еще пачку и тут появились ошибки. Произошел конфликт модов с Руско, а также крашнулся турбо на Хайосику. Тем временем 32 мода. Самое забавное то, что хоть некоторые модификации выдают ошибки, но каким-то боком загружаются в игру. FPS все еще в норме, но дает о себе знать. Появилась красная проводка у Сацумы, листочек возле телефона, чтобы звякнуть нашему брату. Помимо этого можем поработать в Озон и доставить посылки. Продолжаю дальше качать моды. Теперь, когда захожу в игру, MSK Loader просит скачать обновления всякие, какие-то библиотеки, да и говорит нам, что моды не работают. 57 модов, один не работает. Вот такая милая пасхалочка появилась. Ну и целый букет ошибок, warning, Dodger High Voltage. Добавились маркеры на выключатели, синяк метр, швабра. Но самое крутое это мотоцикл. Ява называется, это 100% информации, между прочим. Под землей заспавнился фургон. Природа Финляндии удивительна. По приколу пожал руку в флитаре, знал, что можно позвонить брату возле ТМа. Самое прикольное это местный магазин Красное и Белое. Тут можно купить любой алкоголь на свой вкус, но скажу вам, что это плохо. Да и вообще пейте сок Чемпион апельсин. Вышел с игры и полез в MSK Editor, чтобы выдать себе ключи на все существующие автомобили, так сказать, затестить их. Продолжаю дальше устанавливать моды. Еще появилась тонна ошибок, но я вам скажу, это не предел. Тем временем 83 мода. Теперь я выгляжу как школьник Ваня 6 Г, который решил поустанавливать полезных модов. Отсюда FPS упал ниже 20. Вина кроется в плагине на улучшение графики. Позже отрублю ради моих и ваших глаз. 23 кадра в секунду. Тонна ошибок, во дворе зима. Кстати, в гараже FPS поднимается до 30. Спасибо, моб.
Из интересного я нашел стойку для колес и закрутил ее на стенке. Заметил интересно такой эффект белого тумана. Красиво же. Пришел к Тейма, пытался его заткнуть, но ничего не получилось. Серьезно такой мужик, не буду его отвлекать. Купил вот такие свистоперделки. Цвета можно настраивать, включать их там. Забавно, но FPS в других локациях еще в норме. Около 20 и 40. Посмотрел на аренду апартаментов, покрутил телек и вернулся домой. И тут я проследился от старого интерфейса. Те, кто помнит, отпишитесь в комментах. Посмотрим, сколько нас осталось. Заметил, что карта изменилась в плане растительности. Ее стало намного меньше. Зацените шлагбаум. Продолжаю дальше возиться с модами. Попался интересный мод. TOV Radio Enhanced. Он дает возможность заменить стандартное радио на ваш. Нужно в папку с модом положить файл MP3. К примеру, я скачал песню, которую слушает наша нынешняя молодежь. FPS 1530. Поставил прикольный мод на атомные часы. Красненькие такие, с будильником. Решил затестить V8 на тракторе. Для поля как раз вещь полезная. Обратите внимание, что творится с потребностями. Текст наложился друг на друга и выглядит достаточно ржачно. FPS у Тейма теперь ниже 20 из-за LGBT подсветки для Сацумы. Купил батарейки, ставил магнитофон и врубил на полную катушку. Все мои подруги за собой не замечают, они видят мои шмотки и тупо повторяют. Посмотрел на работу шлагбаумов. И продолжу дальше слушать музон для молодежи. Нашел автобус, поездил на нем. Решил затестить турбофургон и улетел в поле. 138 модов. Заметил, что свет в апартаментах снижает FPS. Посмотрел на Коляна с новой его тачкой. Хороший мужик был. Жалко его. С этого момента я стал миллионером и богом нового мира. Решил снова нажраться. И еще раз. Посмотрел барахолку, и на этом мой первый день установка модов окончена. Перед тем, как продолжить свой рассказ, то подпишитесь на телегу. Можете на меня посмотреть с красивыми цветами, или поржать с приколов. Ну а также сможете смотреть видео раньше, чем увидеть зрителей на ютубе. Так что заходи, там весело. Ссылка в описании. День страданий 2. Появляются менее популярные моды, но это то, что мне нужно. 162 мода. Вы скажете, что я уже перегнул палку. Но нет, вы в дальнейшем вообще в шоке будете. Красное полотно полностью окрасило консоль. Теперь вы можете видеть более точный FPS, а именно целых 15. По сути, я играю в игру, как играет большинство игроков My Summer Car. Сацуми из-за такого количества модов стало очень плохо. Крутая такая лампа возле моего дома. Решил проверить, что происходит с Руско. Выглядит неплохо, даже ехать может. Взял с собой пёселя и улетел с трассы под инстасамку. Прикольный ящик для вещей, жидкий такой. Прокатился на NSX и улетел в небеса. В прямом смысле слова. Красота-то какая! Лепота! 186 модов. С FPS можем попрощаться навсегда. Но я вам скажу, это еще неплохо. Левитирующее радио вы когда-нибудь видели? Оно даже работает. Как поживает Muscle Car? Выглядеть стало неплохо и едет как ни в чем не бывало. 211 модов. Думаю, большинство даже не устанавливало такое количество модов. Правда, мод полностью отказался работать. Пытался его восстановить, но с таким количеством модов бесполезно. Поиграл на губной гармошке, заценил самолет. Да, даже такой мод есть. Теперь мопед выглядит как чей-то колхоз. Разогнался до скорости звука и снова улетел в небеса. Еще чутка повеселился и продолжил дальше скачивать моды. 237 модов. Чтобы загрузиться, нужно потратить несколько минут. FPS ниже 10. Сацума стала еще хуже выглядеть. Сразу скажу, проблема не межсейв. Я его удалял, но результат такой же. Моды полностью уничтожили машину. Решил открыть все менюшки без комментариев. Теперь грузовик выглядит так. Ездит и работает без проблем. Попробовал пожарить сосиски, но ничего не вышло. 270 модов. Становится сложнее играть из-за таких жестких лагов. Полетал по карте, заметил кое-кого. Какой-то мод добавляет данного персу на карту, и он катается. Причем плохо у него получается рулить. Полетал еще и решил сходить в баньку. Также посмотрел на мод, который добавляет тачку на грунтовую дорогу. Попытался поехать на ИЖ, но он забаговался. 294 мода. Теперь паб можно назвать шаурмичной у Азара. Сделано круто. Поговорил с Йогой и решил еще поездить на маслкаре. И снова улетел в поле. Алды заценят. Легендарный грузовик, между прочим. 324 мода. Я перешел рубеж. Решил протестить сборочку MSK Bench, но он багнулся, и я не увидел окончательных результатов. Игра стала чуть ли не лагать. Около 5 FPS. Сацума в собранном виде выглядит так. Забавно, но мне удалось запустить и поехать. 346 модов. Установил еще перевод на украинская мова, щоб було веселіше та разнообразнее. И тут игра решила вылететь. Но ничего, загружаю заново. Очень низкий FPS, жесткие лаги. Местность прогружается медленно. Установил вот такие динамики с радио. Решил посмотреть, что продаются возле кладбища. И с этого момента игра стала жутко лагать.
Плюс очень жутко стала лагать система. Проблема была в оперативной памяти, которая забилась практически полностью. Запустил в окне, чтобы снизить нагрузку, но это не помогло. 368 модов. Сейф перестает загружаться. Крылась та же проблема. Я позакрывал все программы, даже проводник, но это не помогло. Тогда пооткатил несколько модов, а именно те, которые писали ошибки в консоли. Игра загрузилась. Тем временем 347 модов. Давайте я вам расскажу о своей крутой сборке модов, которая преобразит вашу игру. Главное отличие – низкий FPS и жуткие лаги. Но некоторые смирились с этой проблемой и думаю, вопросов никаких не будет. Долгая загрузка в игру. Но извините, это сборка модов. Новый третий вид с аниме-персом. Крутящийся унитаз в доме персонажа. Второй диван. Новая красивая модель Сацумы. Новые потребности, где все понятно расписано, между прочим. Даже цвет менять можно. Крутая кепка из Rocket League. Потрясающие кастомные звуки. А также летающий самолет, ваша личная собака, таблица лидеров с ралли, свистоперделки и ЛГБТ подсветка для вашего транспорта, код Дингус или же Максимка и так далее. Данная сборка даст вам новые эмоции, которые вы не получали до этого. Перейдем к итогам. Что же мы получили? Низкий FPS и жуткие лаги, долгая загрузка в игру, тонна ошибок консоли, большой вес папки с модами, который составляет около 1 гигабайта, и это все из-за 347 модов. Дальше игра отказывалась работать из-за малого объема оперативной памяти. Вердикт следующий. В Maskaloader нет ограничений по количеству модов, которые можно установить на данный момент. Моя сборка является самой большой среди других. Если было бы пока помощнее, то можно достичь и 500 модов, так как я все скачивал с сайта Nexus Mods, но помимо его есть и Race Department, в котором можно найти еще модов. От своих слов скажу, когда я тестил некоторые моды, то они мне зашли. Некоторые из них несут пользу, а именно добавляют улучшенную графику и новые механики. Некоторые улучшают игру, но и с некоторых можно поржать. В связи с этим появилась еще одна мысль. Сделать видео, в котором расскажу о модах, которые помогут вам разнообразить геймплей. Но при одном условии. Если это видео наберет 200 лайков, то сделаю это видео. А если нет... Чувак, ты думал, что-то здесь будет? Закрывай видео, иди нахуй. Кстати, в Discord сервер MySamarkar SNG выложу текстовый файл, в котором будут написаны названия тех модов, использованные в этой огромной сборке. Потому, если вы тоже горите желанием пострадать, то дерзайте. Ссылка на сервер находится в описании. А я пошел дальше балдеть и кайфовать от жизни. Всем всего доброго.